Ух, симпатяга, серийный убийца, еще один во вселенной FNAF. Перед тем, как начать, хочу поблагодарить всех авторов артов, что нарисовали Келси для этого видео. Все работы и их авторы будут показаны в конце. А мы начинаем. Ну что ж, теперь у нас по меньшей мере 3 серийных убийцы во вселенной FNAF. Уильям Афтон, Венни и Келси. И видео будет сегодня именно о нем, ведь этот персонаж очень сильно меня зацепил. А также о небольшом таймлайне, созданном историями ужасов Фазбера. Короче, перейдем к самой истории из книги, которая называется «Новый ребенок». И вы сами все поймете. Главный герой истории мальчик Девон, который является отбросом в школе, как и его друг Мик. Они представляют из себя маленькую компашку, с которыми всем стыдно даже разговаривать. Сам же Девон достаточно уродлив, что как раз отталкивает от него любую девушку. Но он влюблен в очень популярную девушку Хизер, которая, конечно же, никак не обращает на него внимания. И вот к ним в школу приходит новенький, тот самый новый ребенок. Его звали Келси. Сам по себе он высокий, симпатичный блондин с голубыми глазами, который мало того, что является очень симпатичным, так еще и завел дружбу со всеми в школе с неимоверной легкостью. Именно это заставило Девона завидовать столь успешному Келси. Но что поразило самого Девона, так это то, что Келси решил завести дружбу еще и с его компанией неудачников. И как-то странно постоянно находил время общаться с ними. Девон не понимал, почему Келси вообще обратил на них хоть какое-то внимание, ведь у него были друзья по всей школе. Келси все предлагал пойти в какое-нибудь крутое заброшенное место, и именно с этими двумя. Но пока у мальчиков не было возможности и места куда-то пойти, Келси пригласил их в старую мастерскую около своего нового дома. Но Девон и Мик не смог приехать, так как компания, в которой была Хизер, напросилась поехать с ними, а Келси не мог им отказать. И в итоге Келси пришел и извинился за это, а Девон же притворился необиженным, что удивило Мика. Ведь он видел, что тот обижен. Он сказал, что нашел очень крутое заброшенное место в лесу и готов показать его Келси. Мальчики ушли в заброшку прямо со школы, при этом их никто не видел, и Келси вообще никому не сообщил, куда он идет и с кем. Девон решил, что дело в том, что Келси просто не хочет позориться, что дружит с компанией неудачников. Именно поэтому их исчезновение вместе никто не заметил. Как оказалось, Девон нашел старую пиццерию у Фредди, и причем здание было в форме головы животного. Медведя, наверное. И суть в том, что в этой пиццерии убийств не было, и аниматроники там не одержимы. И, конечно же, там была наша старая команда аниматроников, копии, разумеется, о которых не знали все пришедшие, даже Келси. Когда они нашли костюмы, обычные костюмы, среди них в шкафчике они нашли и пружинный костюм золотого медведя. И, конечно же, каждый из нас догадался, что это Голден Фредди. Они его вытащили в главный зал, чтобы изучить. Девон попросил Мика достать что-то из кладовки, а самого же Келси залезть в костюм. И, конечно же, Келси с радостью залез в него и даже немного выполнил танцевальных движений, прежде чем костюм захлопнулся. Что в итоге уже дает нам понять, что Келси вообще ничего не знал о костюмах аниматроников. И что конкретно в них делать нельзя. Он нарушил все правила по безопасному ношению. После непродолжительных криков и прочих неприятных звуков, Девон признался, что не хотел этого. Он действительно специально заманил Келси в костюм, но он не планировал его убивать. Он даже показал свою руку, которую зажала над скелетом этого же костюма. Но что точно там было с ней, нам не показали, так как она была замотана. Вообще, по сути, он планировал отомстить Келси тем, что тот застрянет в костюме на некоторое время. Потом они уже его вытащат. И в итоге мальчики ушли, оставив Келси там одного умирать. Когда заметили пропажу Келси, никто на них даже и не подумал, так как ранее было сказано, что никто не видел их вместе. А исчезновение Келси сочли за то, что он просто сбежал. Мик же попросил Девона пойти проверить, вдруг Келси все еще жив.
Девон согласился, попросив Мика его прикрыть. Но Девон даже не планировал спасать Келси, если вдруг тот жив, потому что он был уверен, что тот уже давно мертв, ведь прошла целая неделя. Вернувшись в пиццерию, он обнаружил, что все на своих местах, как и труп. Но когда он начал проверять голову медведя, то не обнаружил там голову Келси. Поэтому он решил, что труп находится в животе Голдена, и начал проверять через рот. Но в один момент Фредди укусил его, сломав Девону руку, после чего начал того заглатывать. И только тогда, когда его заглотило достаточно, чтобы он видел, что внутри костюма, он обнаружил Келси, но другого Келси. У того были черные вьющиеся волосы. Это даже заставило Девона думать, что это вовсе не убитый им ранее человек. И, конечно же, в итоге Девона убил Голден под управлением Келси. Ник послушно прикрыл Девона, не зная о случившемся, а Келси же, живой и здоровый, появляется в новой школе, начинает дружить со всеми, в том числе с двумя мальчишками, которых все сторонились, предлагая им пойти в какую-нибудь заброшку. Вот такая вот история, в которой только в самом конце понимаешь, что Келси это что-то очень странное, и причем серийный убийца, который приходит в новую школу и убивает тех детей, на которых всем наплевать. Хороший выбор, по сути, так как о исчезновении каких-то там неудачников никто беспокоиться не будет, нежели популярных детей, таких как Хизер или же сам дружелюбный Келси. Что хочу заметить, Келси никак не связан с убийствами во Фредди. Когда я только начала читать эту историю, я понимала, что все они должны быть связаны с роботами и Фредди. Поэтому я сначала решила, что Келси робот. Но когда они нашли Фредди, я поняла, что тут только от Фредди место и сцена убийства. А так, по сути, возможно, Уильям Афтон то же самое существо, что и Келси. Также насчет таймлайна. В этих историях появляется девочка Габриэла, которая одинакова в двух историях – в яму и новый ребенок. Также в этих двух историях демоническая тема двух золотых костюмов – кролик и медведь. Демонический кролик и демонический Келси убиты обычным медведем, если быть точнее. В обоих историях предпочли забыть о Фредди Фазбер. В обоих историях Фазбер Entertainment вообще перестал существовать, как в трилогии. И если судить по девочке Габриэле, то сначала идет история «Новый ребенок», потом в другом городе происходит история «В яму», куда переехала Габриэла. И суть в том, что у нас уже имеется два таймлайна, созданные этими книгами. Одна игровая, другая трилогия. Либо же все это сплошное совпадение в историях «В яму» и «Новый ребенок». Кто знает. Будем лучше читать дальше и узнавать больше. Кстати, те, кто говорит, что нахрена Скотт продолжает эту дичь, я вам отвечу. Здесь действительно раскрываются тайны игры, которые все так просили Скотта благополучно раскрыть. Вот он вам и раскрывает. Какого хрена вы тут жалуетесь тогда, вот скажите мне. Ой, что за дичь тут у нас показывается, ой-ой-ой-ой, что за хрень, что за непонятная фигня, да вам раскрывает все нахрен, зачем вы так говорите, Скотт ради вас старается. Так что, вот такая вот небольшой ор под конец. На этом все, сейчас узрите арты от моих подписчиков, это будет место прощания.